В этом видео показываю, как сделать вот такие бархатные цветы. Их можно использовать в разном новогоднем, рождественском декоре. Привет, меня зовут Лилия. И сначала делаю серединку. Для нее мне нужны бусины диаметром 6 мм 9 штук, ватные палочки, для одного цветка нужно будет 3 штуки, проволока в белой бумажной оплетке двух видов, диаметром 0,5 мм для серединки и 0,7 мм для центрального золотого шарика и для тканевых лепестков, пенопластовый шарик диаметром 3 см. Как уже сказала, начинаю с серединки. Проволоку потоньше нарезаю на 15 кусочков, длиной каждый по 12,5 см. 9 будет с бусинами и 9 с золотистыми кончиками. На конце делаю небольшую петельку и обжимаю ее. На петельку приклеиваю бусину. Для одного цветка можно сделать от 7 до 9 таких бусин на ножках. У меня будет 9. Для золотистых тычинок с 3 ватных палочек срезаю кончики с ватой и тоже наклеиваю их на проволоку. Проволоку толщиной 0,7 мм складываю в 2 ряда. Длина получается 15 см. И подклеиваю ее к пенопластовому шарику. Серединки, кроме бусин, буду обклеивать золотистыми блестками. В качестве клея использую акриловый лак. Лак наношу кисточкой, а затем полностью заготовку окунаю в банку с блестками. Если у вас блесток не так много, как у меня, заготовки можно просто посыпать сверху. Вот так получается. И обратите внимание, что и проволоку сантиметра на 4 я тоже заклеиваю блестками. Точно так декорирую и пенопластовый шарик. Заготовки оставляю сохнуть. А когда они высохли, поверх распыляю немного лака для волос. И тогда блестки практически не будут осыпаться. Для лепестков цветка сделала шаблон, и выглядит он вот так. Лепестки буду делать из трикотажного бархата, но предварительно его дублирую клеевым флизелином. И делаю это так. Полоску флизелина шириной 7,5 см, а это длина лепестка, укладываю на изнаночную сторону бархата. Накрываю тонкой хлопчатобумажной тканью. Максимально нагретым утюгом с функцией пар, тоже максимально аккуратно проглаживаю. Затем убираю пар и проглаживаю еще раз. Даю ткани остыть и только потом продолжаю с ней работать. Перевожу контуры шаблона, чтобы получить 10 лепестков, и вырезаю. Края лепестков слегка опаливаю на огне, чтобы ткань перестала сыпаться.
Проволоку потолще, которая 0,7 мм, нарезала на 10 кусочков длиной по 13,5 см. С помощью клея Момент Кристалл наклеиваю проволоку на изнаночную сторону лепестков. Располагаю по центру, не доходя до края лепестка, примерно 1,5 см. Приклеиваю на все лепестки. Теперь на края лепестков буду приклеивать блестки. С помощью кисти наношу тот же акриловый лак. А затем посыпаю блестками. Лишнее стряхиваю. А затем зубочисткой делаю небольшие бороздки. Так край будет выглядеть, как мне кажется, интереснее. Точно так декорирую все лепестки. Пока лепестки сохнут, собираю серединку. К большому шарику сначала приматываю бусины, а затем золотистые тычинки. Бусины подтягиваю вверх примерно на 3 см. А золотистые тычинки над бусинами. И получилось вот так. Прежде чем собрать лепестки в цветок, их нужно подготовить. На лепестках перегибаю проволоку примерно под прямой угол в основании каждого лепестка. Для удобства закрепляю их в ряд в кусок пеноплекса. Беру сначала 5 лепестков. А дальше толстой нитью по краю лепестков прокладываю небольшие стежки. На одну нить собираю в цепочку 5 лепестков. Затем все лепестки стягиваю ниткой, которую потом закрепляю и обрезаю. Получился вот такой своеобразный веер из 5 лепестков. Из оставшихся 5 лепестков делаю второй такой же веер. А дальше лепестки приклеиваю к серединке. Сначала первый ряд. Подматываю небольшим кусочком флористической ленты, чтобы проволочки не перекручивались. А затем приклеиваю второй ряд лепестков, располагая его в шахматном порядке относительно лепестков в рядах. И теперь заматываю уже весь стебель флористической тейп-лентой. Из тонкого фетра в цвет ленты вырезаю квадрат 4 на 4 см. В центре делаю отверстие, скругляю углы и зигзагом нарезаю край. Получившийся своеобразный кружок подклеиваю в основание цветка. Теперь расправляю лепестки, подгибаю на них проволочки, придавая нужную мне форму всему цветку. Такими цветами можно украшать елку, а также использовать в зимних интерьерных композициях. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.